Здравствуйте, дорогие друзья! Разрыв отношений и развод– это всегда стресс, справиться с которым довольно трудно. Характерно, что партнеры переживают разрыв отношений и развод по-разному, в зависимости от их даты рождения. А если быть более конкретными, то от своего числа жизненного пути. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, как рассчитать число жизненного пути. Именно число жизненного пути расскажет вам, как можно эффективно справиться с разрывом отношений и разводом. Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Самое интересное вас ждет всегда впереди. Для того, чтобы определить число жизненного пути, возьмите свою дату рождения и сумму составляющих ее цифр сверните к однозначному числу от 1 до 9. Например, дата рождения человека 16.06.1978 года. Число жизненного пути равно 1 плюс 6 плюс 6 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 8 равняется 38. 3 плюс 8 равно 11, а 1 плюс 1 это двойка. Число жизненного пути человека 16.06 рожденного 1978 года равно двойке. Поставьте видео на паузу и рассчитайте ваше число жизненного пути, а также число жизненного пути человека, который вас интересует. В описании под видео есть пример расчета. Число жизненного пути 1. При разводе у единиц в первую очередь страдает их самолюбие. Их мучает вопрос, как я, который всегда во всем выигрывает, смог проиграть в браке. Они с головой погружаются в работу, стремятся всеми силами удержать контроль над ситуацией в своих руках. Единички плохо справляются с разводом и должны научиться следующему. Первое. Не быть столь авторитарными. Второе. Не становиться подкаблучниками. Они должны научиться сохранять нейтралитет и не рассматривать развод исключительно как собственный промах. Они смогут справиться с ситуацией и начать все заново с новым партнером. Негативная единица чрезмерно эгоистична и себелюбива. Она в результате развода идет по пути саморазрушения до тех пор, пока снова не завладеет контролем над ситуацией уже в новых отношениях. Жизненный урок – быть индивидуальностью. Число жизненного пути 2. Будучи серыми кардиналами, двойки приходят в абсолютное отчаяние, когда из-под них выбивают почву развода. Даже если они сами были инициатором развода и сами спланировали его до мелочей, для них это существенный удар, от которого они долго не могут оправиться. Они могут сразу же ввязаться в новые отношения, чтобы снова почувствовать себя уверенно. Это неправильный шаг. Двойки способны вести переговоры до тех пор, пока противная сторона не выдохнется полностью. И если партнер не готов к переговорам, двойка чувствует, что ее обманули. Негативные двойки недостаточно уверены в себе и боятся вновь сделать ту же ошибку. Двойки могут впасть в депрессию, стать чересчур мнительными и даже скрытными, чтобы не выдать себя. Жизненный урок двоек – строить свою жизнь самостоятельно. Число жизненного пути 3. Тройки пытаются приглушить боль от разрыва отношений вечеринками и развлечениями. Они не могут жить без общества людей и оставаться одни на долгое время. У них множество друзей, готовых помочь им пережить развод или разрыв отношений и поспособствовать развитию новых отношений. Тройки хотят быть всегда счастливыми, и когда их мир внезапно становится с ног на голову, они часто, образно говоря, отпускают вожжи. Слишком много пьют, слишком много едят и ведут беспорядочную сексуальную жизнь, чтобы приглушить боль. Они гораздо быстрее приходят в себя, если их друзья рядом с ними и поддерживают их в трудную минуту. Жизненный урок троек – успокоиться и на некоторое время стать серьезными. Число жизненного пути 4. Следует отметить, что четверки заключают брак не для того, чтобы разводиться. И надо хорошо постараться, чтобы они дали согласие на развод.
Четверки настолько обеспокоены своими финансовыми вопросами, что потеряют голову только если при разводе останутся без копейки. Если ощущение безопасности исчезнет, то для четверки это будет настоящим бедствием. Они готовы годами поддерживать уже угасшие отношения только ради ощущения собственной безопасности. Чтобы справиться с болью, четверки уходят с головой в работу. Они становятся критичными и язвительными. Им необходимо научиться чувствовать себя уверенно, хотя это происходит и не сразу. Любовь чрезвычайно важна для четверок, но финансовая стабильность и уверенность в своем будущем всегда идут для них с любовью рука об руку. Жизненный урок четверок – не замыкаться в себе и не зацикливаться на финансах. Число жизненного пути 5. Пятерка никогда не ожидает, что вечеринка вдруг может закончиться. Пятерки любят жизнь. Из-за своей любви к свободе не могут долго терпеть отношения и быть счастливыми с тем, кто хочет эту свободу ограничить. Они полагают, что эти отношения будут длиться вечно. Когда они заканчиваются, то пятерки ударяются в загул. Если им больно, они могут стать скрытными, чтобы оградить себя от предательства. Им следует соблюдать осторожность, иначе они могут увлечься переживаниями и позволят своему прошлому вмешиваться в их жизнь. Они любят жизнь, и пережить эту драму для них проще, чем для других людей. Жизненный урок пятерок – быть более разборчивыми. Число жизненного пути 6. Шестерки совершенно теряют голову, если их замок мечты внезапно рушится. Семья и дом – это вся жизнь для шестерки, поэтому им следует обратиться за помощью и поддержкой к друзьям, хотя они считают, что сами способны спасти свой брак. В отношениях шестерки могут попасть в зависимость к своему партнеру и сделают это только ради мира в семье. Им необходимо понять, что они заслуживают лучшего отношения к себе, и развод на самом деле может оказаться для них благом. Чтобы справиться с чувствами, шестерки могут запереться у себя дома и вести отшельнический образ жизни после развода. Если шестерка не получает той любви, которая ей нужна, она начинает себя жалеть, и необходима ей хорошая встряска, чтобы вернуть к нормальной жизни. Жизненный урок шестерок – верить, что настоящая любовь еще впереди. Число жизненного пути 7. Семерки настолько философски подходят к жизни, что могут много часов провести, анализируя свои неудачные отношения, чтобы понять, что именно пошло в этих отношениях не так. Они даже могут завязать похожие отношения и снова столкнуться с разводом. Семерки учатся всегда на собственных ошибках, а это может отнять годы. Они обладают интуицией и чувствуют, что отношения подошли к завершению задолго до того, как это становится очевидно. Семерки вкладывают в отношения всю душу, поэтому развод для них всегда очень болезненный. Они могут впасть в тяжелую депрессию, разочароваться в жизни и даже перестать интересоваться окружающим миром. Могут жить в одиночестве и принять решение больше не заводить никаких отношений до тех пор, пока раны полностью не затянутся. Жизненный урок семерок – размышлять и анализировать. Число жизненного пути 8. Восьмерка очень обеспокоена тем, как развод отразится на ее финансовом благосостоянии, и поэтому стремится избежать развода любой ценой. Больше всего при этом страдает ее самолюбие. Она будет всеми силами стремиться уладить дело мира, договориться о разделе имущества. Если речь идет о негативной восьмерке, то она может стать грубой, беспринципной и совершенно неспособной к мирным переговорам. Таких людей лучше опасаться. Они живут масштабно, и когда им больно, они в ответ причиняют боль также масштабно и с размахом. Чтобы пережить свое горе, восьмерки погружаются в работу и в таком случае справляются с проблемой проще, чем все остальные. Они могут быть либо чрезмерно щедрыми, либо абсолютно непримиримыми. Жизненный урок восьмерок – умерить свое самолюбие. Число жизненного пути 9.
Девятки приходят в отчаяние, когда сталкиваются с разрывом отношений, поскольку полагают, что они идеальны и их отношения тоже идеальны, и не видят ни одной причины, по которой развод теоретически возможен. Им невероятно сложно пережить развод, поскольку их самолюбие страдает от мысли о том, что они чего-то не учли, что-то проглядели, ошиблись в выборе партнера и так далее. Они погружаются в размышления и мечтают только об одном – не выбрать в следующий раз такого же партнера. Девятки могут удариться в мученичество и начать думать только о себе. Могут снисходительно относиться к собственным слабостям и позволять себе излишества. Им необходимо взглянуть на себя и собственные недостатки, а не обвинять других. Жизненный урок девяток. Осознать, в какую ловушку можно попасть. Помните, что дата рождения помогает вам наилучшим образом решать ваши жизненные задачи. Друзья, информацию о людях с числами жизненного пути от 1 до 9, а также как этим людям наилучшим образом использовать свои положительные качества, а слабое качество направить в позитивное русло, вы можете узнать из видео, которое находится в плейлисте «Число жизненного пути», ссылка на который сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, ставьте лайки, пишите обязательно ваши комментарии. Таким образом вы вдохновляете меня на создание новых видео для вас. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!